Здравствуйте, дорогие телезрители моего YouTube канала. Спасибо за ваши прекрасные комментарии, их невероятно классно, приятно читать, но мне будет еще приятнее, если вы напишите все то же самое на Рутубе, ведь я тогда получу пентхаус в Саратове. Спасибо! Еще вот там, да, на прикольной площадке видео новые вышли, шпионский класс, стать любимой собачкой. Переходите, смотрите, а теперь буду говорить, рассказывать про милых девочек, играющих на гитаре. Жила-была себе спокойно некая Хитори Гота, ничем не интересовалась, ничем не увлекалась, ничего не планировала. И вот шли дни, месяцы, годы, прошел детсад, случилась школа, а менялось ровным счетом ничего. Как вдруг в один прекрасный день отец переключил канал по телевизору, а там, чтобы вы думали, какой-то музыкант дает интервью касательно того, какой он был когда-то никто, а потом нашел свое призвание в музыке и стал популярным. Все, тут-то Горемычная поняла, пора брать себя в руки, гитару в зубы и начинать трудиться, не жалея сил, чтобы к концу средней школы поучаствовать в праздничном фестивале. К несчастью, пусть какие-то звуковые навыки и случились, никакие выступления не случились, потому что боязнь общества никто не отменял. И сама Гагашка ни с кем заговорить не смогла, да, впрочем, и на нее никто внимания не обращал. Хоть и были попытки носить всякую говорящую заметную атрибутику. Зато есть и хорошие новости. Параллельно отсутствию возможностей в жизни случились вероятности в интернетах. Хитори, то есть, начала загружать свои небезуспешные музыкальные попытки на всеобщее обозрение. А там и лайки случились, и комментарии прибавились, и даже подписчиков набралось 30 тысяч. Короче говоря, подписывайтесь, чтобы до Нового года я набрал 30 миллионов. Что до комментариев, тоже пишите. Гота вот написала про какие-то школьные мероприятия, где сыграли ее композицию, и случилось озарение, прозрение, понимание того, что даже если недалеко от учебы самой Горемычной имеются другие музыканты, они могли и не понять, что она тоже часть их. В общем, на следующий день решено тащить с собой гитару. К несчастью, наличие чехла рядом с партой впечатления ни на кого не произвело. За весь день ровно 0 желающих поинтересоваться кто, что, куда. Одним словом, беда, печаль, трагедия, депрессия, пора сидеть грустить на качельках. Как вдруг бим, бом, бум-бац, прибежала какая-то... Кто? Вопросов много, ответов не ждет, отказов не принимает, срочно требуется помощь в отыгрыше на сцене. Концерт, представляете, сегодня, а гитариста не хватает. И того хотелось, не хотелось, никто не спрашивал, пришлось идти. На самом деле, меня и здесь тоже быть не должно, меня просто позвали, сказали, блин, можешь, пожалуйста, голос записать? Зовут ту, которую не звали, Нидзика Идзики. И еще одна гитаристка, басистка, постмодернистка Ямадарё. И все, то есть пара их плюс ГГшка, вот и вся группа. Играть будут чисто для своих знакомых приглашенных друзей где-то в подпольной забегаловке. Так что волноваться не стоит. Простите, стоит, не стоит, неважно. Потому что независимо от условий Горемычная уже раскисла, как только поняла, что придется играть больше, чем для 0 человек, и вообще не в кладовке, а на сцене. А, ну как же так, что же делать, куда быть, неужели на этом тайтл закончится и героиня так и не исполнит свою мечту? А, ну точно, так уж случайно удачно вышло, что новые подруги решили между делом поговорить о том, что каждый может чего-то добиться, главное стараться. А вон, например, есть кто-то, играющий музыку в интернетах на 30 тысяч подписчиков, и этот кто-то, ну такой молодец, что вообще. Получается, случилась мотивация. Но не прям, чтобы категорически масштабная. Так что для не бояться толпы пришлось все равно играть с коробкой на голове. Ладно, вру, не пришлось. Выступление не случилось. Нидзика на барабанах все запорола. Но не стоит печалиться, расстраиваться и горевать. То ли еще будет, все впереди. И что-то, ну, обязательно получится. Удачи. И снова первый официальный общий сбор группы. Место встречи все то же заведение. Цель поближе познакомиться друг с другом, узнать об интересах, увлечениях, хобби и прочих житейских активностях. Как несложно догадаться, ГГшка увлекается игрой на гитаре и все свое свободное время посвящает ей. Хотя, казалось бы, что мешает найти себе еще какую-нибудь игру по душе? Вот, к примеру, Honkai Star Rail. Это совершенно новая стратегия RPG в серии Honkai. Действия, которые разворачиваются в огромной научно-фантастической космической вселенной с множеством миров, загадок, сюрпризов и, конечно же, наград. И если на этом моменте визуальный стиль показался знакомым, мне удивительно. Ведь Honkai Star Rail — новая мультиплатформенная ролевая игра от создателей Genshin Impact, Hoyoverse. Здесь вам предстоит подняться на борт Астрального Экспресса, чтобы исследовать тайны, которые хранят в себе просторы вселенной. По пути вы столкнетесь с футуристической космической станцией Хёрта, гигантским межзвездным кораблем Лоуфу и даже охваченной мерзлотой планетой, где сможете искать сокровища, решать головоломки или просто погрузиться в историю обитателей вселенной. Более 20 играбельных персонажей, каждый из которых имеет свою предысторию и уникальный стиль, готовы присоединиться к вашему приключению и в том числе участвовать в пошаговых стратегических боях, для победы в которых вам придется тщательно изучить условия проведения схватки и грамотно подготовиться к встрече с врагом. И может даже воспользоваться командной комбинацией для достижения победы. Все вышеперечисленное сопровождается отличными аудиовизуальными эффектами. И речь не только о графике и музыке, а в том числе о режиссуре анимации, хореографии сражений и саунд-дизайне окружающей среды. Так что вы обязательно прочувствуете индивидуальность каждого мира, бросающего вам вызов, который можно принять прямо сейчас, потому как финальный бета-тест Honkai Star Rail
Unreal уже открыт, а значит, вы можете сами в нем поучаствовать и оценить ширину и многообразие вселенной Ханкай. Зарегистрироваться можно по ссылке в описании. Что до собрания музыкантов, разговор по итогу вылился в кучу душных лекций, то есть очень важную, нужную и обязательную информацию. В нулевых ГГшка настолько социофоб, что живет за 2 часа езды от школы вообще в другом районе, тогда как подруги существуют где-то здесь неподалеку. Во-первых, открыт вопрос касательно наличия вокалиста в группе. Раньше место было занято той, кто должна была еще играть на гитаре. Но так уж неудачно вышло, что перед самым выступлением подруга исчезла, поэтому и пришлось найти Хитори. Во-вторых, не закрыт ответ касательно финансовой составляющей коллектива, а то такое дело, что за выступление в случае нераспроданных билетов придется платить из собственного кармана. Но ничего, копилку разбивать не обязательно, можно потрудиться вместе прямо здесь. В-третьих, намечены планы на будущее: развитие, самосовершенствование и оттачивание музыкальных навыков. К сожалению, в планы ГГшки входила только деградация, и работать она собиралась примерно никогда, поэтому придется принять ванну со льдом для последующего дневного самочувствия. К счастью, утром никакой температуры нет, все живы, целы, здоровы. Так еще и бодрящее сообщение с призывом работать пришло от Идзити. Так что благодаря очередному заряду мотивации порадуемся на своем веку. Извините. Пора трудиться. Управляет заведением, чтобы вы знали, старшая сестра Нидзики Сейка. А то такое дело, что Горемычная не знала, в первый день такую важную информацию прослушала и теперь удивительно удивилась. Впрочем, познакомились, представились, пора и с обязанностями разобраться. Из важного были типа смешные мемы с тем, как Гота пыталась все запомнить благодаря песне, и вместе с тем удивительно. Сейка заметила, что ГГшка, в отличие от прошлого каверзного случая, сейчас попадает во все возможные ноты и лады. И вот знаете, как будто бы что-то знакомое, как будто бы управляющая тоже уже это где-то слышала. Ну типа поняли? Не поняла, что это та самая ютуберка. Юмилия? Из неважного мероприятие прошло отлично, прилично, даже удалось обслужить посетителей. Поздравим! Ну и там же заодно помянем. Простуда после ледяной воды все-таки случилась. Из клиффхенгеров в группе по-прежнему нужна вокалистка. Таймскип. А вот Хитори уже выздоровела, отлично себя чувствует и даже готова идти в школу. Только понимаете, навязчивые мысли прям совсем не дают покоя. Целую неделю Горемычная подругам не помогала, лежала, болела, отдыхала, и значит нужно хоть как-то загладить свою вину. И тут вы представляете, удача, счастье, везение. Где-то рядом в школьном коридоре кто-то как-то разговаривают, и похоже среди компании есть какая-то мало того, что умеющая петь, так и еще играющая на гитаре радость. Жаль, только есть один нюанс. Та самая мастерица на все руки Икуё Кита, в отличие от Гота, фатальный экстраверт и самый общительный человек в здании. Ну, как бы... типа, то есть, поговорить не получилось, даже 2 слов связать не удалось. Благо, Кита сама за Хитори пришла, музыку послушала и даже настолько прониклась профессиональной игрой, что уже и спрашивать кого, кто искал, не нужно. Хочется просто чисто по-человечески, чтобы ГГшка помогла, обучила извлекать из струн звуки. Все правильно? Вопреки расхожим слухам, на самом деле Икуё бренчать не умеет, потому, к слову, и предыдущую группу покинула. Ну и ладно, вот Гота уже зовет в новую, где как раз требуется человек с вокальными навыками. Ответ, к несчастью, отрицательный. К счастью, обучить необучаемую Горемычную все-таки возможно. И раз дел больше все равно ни у кого нет, самое время пойти на работу, после которой получится позаниматься. Если вы еще вдруг не поняли, Кита и есть та самая пропавшая в самый ответственный день участница группы. И тут все это по пути дороги до клуба поняли, и как поняли. Правда, назад уже дороги нет, бежать в очередной раз поздно, придется оправдываться за случившееся. Если коротко, никто ни на кого не в обиде, было и было. Нужно было сразу смело сказать о своих навыках и ничего не стесняться. Так что проехали, забыли, зла никто не держит. Но так и быть, за случившийся кринж можно отработать смену в костюме горничной. Вас не должно волновать, откуда у меня этот костюм. А после? А что после? Пора собираться, прощаться и домой направляться. Принятие приглашения и вернуться в коллектив не предвидится. Ладно. Конечно же, естественно, но иначе и быть не могло. Все обязано сложиться положительно. Поэтому Хитори как взяла себя в руки, да как упала, да как пробормотала, пробубнила много добрых бодрящих слов вместе с тем, что нужно идти к цели, стремиться. Вот это все. И ГГшка знает, что желание есть, ведь пальцы в мозолях, а значит Икуё старается, тренится. И нужно, надо обязательно всем быть вместе. Да. Случилось еще раз, что называется, мотивация. А насчет смешных моментов смеяться нужно было с того, что Кита думала, мол, у нее обычная гитара и звук не получается, а оказалось, все это время попытки научиться осуществлялись на басовой. Благо, чтобы появились новые деньги на инструменты, Ямада ни битый, ни ношенный бас на последние сбережения выкупила и теперь ест траву. Ах да, еще чтобы вы знали, главная мотивация вокалистки, чтобы кринжевать, заключалась в желании, хотении сблизиться со всей такой хорошей недосягаемой Рё. Все. И снова второй официальный общий сбор, но если считать в новом составе, то первый. На повестке дня вопрос: как стать настоящей рок-группой? Во-первых, нужно узнаваемый стиль, во-вторых, мерч, в-третьих, аккаунты в соцсетях, в-четвертых, пора продавать билеты на закрытые фан-встречи. А, ну еще точно, нужно сочинять песни. И, конечно же, все помнят, что уговор был начать работать, когда найдется вокалист. Тогда же и решили, что Хитори напишет текст, а за Рё будет аранжировка. Спойлер, сколько буквы не писались, слова не сочинялись, слоги не слагались, ничего отдельного так и не вышло. Ну и ладно, никто ГГшку винить не собирается. Очередной сбор на открытом воздухе вообще для другого. Нужно сделать фотожабы, денег нет, поэтому желательно дешево и сердито. Поэтому в качестве локации выбраны городские закоулки.
фотки. Ну а после фотосета самое время еще раз подумать над текстом. Хотя тут и думать не нужно, следует просто встретиться с Ямадой и показать ей текст на оценку. Текст, чтобы вы знали, душный попсовый кринж. А заодно можно выслушать лиричную историю о том, как Рё покинула предыдущую группу как раз из-за того, что челам захотелось денег, и они начали делать попсовый кринж. Зато спустя 0 времени, откуда ни возьмись, объявилась Нидзика и пригласила свой новый коллектив. Проще говоря, вывод такой: неважно, что писать, пусть даже депрессию, главное должно быть от души. И что вы думали, ура, ура, текст получился, все отлично, удачно, успешно, бессонные ночи, мешки под глазами, столи похвалы от подруг. Строчки прям про фарш и протест, а натуральная лазанья. Уважаемо. Да. Да. Ура! Время зарплаты! Простите, все срочно изымается в счет уплаты долгов за выступление, а деньги еще нужны, нужно записывать треки, выпускать альбомы, а он уже Рё мощную музыку для имеющихся слов написал, а значит что? Правильно, скоро очередное выступление. Нет, Сейка больше играть в клубе не разрешит, концертов не будет, потому что навыков 0 и повторение позорного выступления будет губительно для имиджа заведения. Все, по-свойски, по-семейному вопрос не решить. Бизнес есть бизнес. Обидно? Да, прям очень грустно, Нидзика убежала плакать. А вас, Хитория, попрошу остаться, потому что пока младшая сестра в горести, печали сбежала, у старшей есть условия. Так и быть, выступление разрешат, но только в случае успешно пройденного прослушивания. Будет оно в субботу, так что все, давайте увидимся. Пока. Здравствуйте. Бим-бом-бом-бом-бом. Тут вот и сыграли. Прослушивание завершилось успешно, поздравляем. Хотя, если честно, никак иначе оно пройти и не могло, потому что Сейка уже изначально выделила окно в расписании под выступление группы, и произошедшее, выходит, нужно было исключительно в качестве нравоучения. Ну, плюс еще важно было отметить, что у ГГшки мощнейше потанцевал и многое. Конечно, напрямую ей об этом никто не скажет, но зато вы знаете. Из грустного квота на следующий концерт по 5 проданных билетов на каждого члена группы. А получается, не из грустного, из веселого. Тут же, типа, понимаете, мем, нужно смеяться, что горемычно некого пригласить. Вот видите, всякие гиперболы, параболы, эмоции, Почему? Потому что даже рассчитанные 4 места из 5 занять не получится. Собаку в клуб не пустить, сестра еще слишком ребенка для таких концертов, остаются только родители. Но нет, не нужно жалости, не стоит сожалений. Хитори сама справится со всеми напастями. Правда, после этих слов Готова успела примерно бесконечность раз пожалеть о сказанном, потому что смелости на практике не прибавилось, сделанные листовки раздавать явно не получится. И значит, выхода нет, дальше лишь боль, страдания, печали. Как же повезло, что сюжет продолжается. Представляете, именно в нужном месте, как раз в нужное время оказалась некая Кикури, которой срочно нужна вода, еда и желательно спирт. А еще вот это да, ничего себе совпадение, госпожа Трезвость играет в рок-группе. И, конечно же, готова наставить ГГшку в ее начинаниях. Ведь бросать гитару спустя день после покупки все равно, что не попробовать играть совсем. Простите, Хитори соврала, никакой не один день, гитара у нее уже давно, играет она на самом деле давно. И вот тут оказия с концертом, понимаете, билеты, то есть продать не получается. Как-то да. Но Кикури так и поняла, нужно срочно устроить концерт прямо посреди улицы, чтобы сделать лучшую возможную рекламу. Благо, товарищи могут доставить всю нужную аппаратуру по одному звонку. Да и наличие розетки, видимо, не проблема. В итоге что? Концерт получился мощный, крутой, классный, потрясный, все оценили. Пара слушательниц даже билеты купили. Последний оставшийся тоже не остался. Кикури будет интересно послушать, что там и как будет на итоговом мероприятии. Тем более, клуб где-то недалеко, можно будет зайти и послушать преисполниться молодежными приколами. Что до репетиции подруг, так первую гитару они не дождались. Вывод напросился сам. Смешные сообщения про социофобию оказались не смешными. А походу реально было обидно. Еще и так, что горемычная врет, мол, билеты все смогла продать. Но это они так думают. Но мы-то знаем, реально смогла. Ребята, купите, пожалуйста, билет на мой концерт. Я тоже выступаю, тоже пою в группе в жанре интелкор. Тем временем до выступления буквально несколько дней, а значит, пора придумать собственный мерч. По такому поводу решено было собраться в гостях у Гота. Жаль, Рё прийти не смогла, помогать больной бабушке. На самом деле она соврала, по факту бездельничает. А зря, потому что дома у горемычной уже все в фанфарах, светомузыке, шариках, роликах и прочих праздничных обстановках. Как-никак к ней впервые кто-то пришел в гости. К несчастью, изначальная идея создания дизайна для футболок потерпела крах. Вместо этого подруги просто развлекались и весело проводили время. К счастью, опасения родителей Гота оказались напрасны. Ну а то они, понимаете, думали, что дочь пора отправлять в дурку, потому что она говорит о каких-то воображаемых товарищах. Как видите, все настоящее. А вот и славный. Хорошо, что все сложилось максимально положительно. Пусть изначальные цели встречи остались где-то за скобками. Благо, дизайн Нидзика придумала самостоятельно, всем понравилось. Неблаго, в прогнозе погоды ожидается тайфун. И хоть писали, мол, регион должно обойти стороной, на практике никакие обереги не помогли. Погода все, конец. Получается, слушателей ждать не стоит. В такой ливень никто не захочет убираться из дома. Пусть даже деньги на билеты уже потрачены. Ну что вы думали? Естественно, Кикури пришла, раз обещала, и даже
даже те две первые фанатки прибыли в назначенное время. Ну и остальных зрителей тоже к началу выступления прибавилось. Они, правда, пришли слушать совсем другие группы и вообще понятия не имеют, что за ноунеймы выступают первыми. Прямо как на концерте Доры. А насчет выступления, первая песня спелась примерно никак. Все инструменты пляшут в разные стороны, никакой складности не наблюдается. Одним словом, трагедия. Но как же так? Неужели мечты подруг вот так разобьются в одночасье? Ладно, не печальтесь, не волнуйтесь. Хитори включила превозмогание, как выдала мощнейшее соло, что прям вообще оценили даже последние ряды с телефонами. Проще говоря, хорошо все то, что хорошо кончается. Ну а после такого удачного дебюта можно отпраздновать случившееся, а заодно послушать всякие нетрезвые сюжет на важные истории. Оказывается, вообще-то, между прочим, Кикури с Эйкой знакомы, учились в одном университете. Последняя, к слову, тоже когда-то играла в группе, но это уже было давно, и не факт, что правда. Ладно, факт, потому что вот вам душевный, душераздирающий флешбэк от Нидзики, вышедший подышать свежим воздухом. Так уж прискорбно получилось, что родители Идзики ушли в мир иной, и тогда старшая сестра осталась единственным родственником и самым близким. И однажды Сейка пригласила младшую на свой урок выступления, и ребенке ну так оно понравилось, что Нидзика знает, именно она виновата в том, что сестра оставила карьеру и открыла собственный клуб. Поэтому нужно сделать все, чтобы самой максимально преуспеть в музыке и прославить семейные заведения на весь мир. Вот. А поможет в этом, конечно же, ГГшка. Потому что, если честно, прошедшее выступление и наличие конкретной узнаваемой гитары развеяли все сомнения и стало однозначно ясно. Горемычная и есть та самая YouTube с 30 тысячами подписчиков. Нет, вообще-то YouTube это я. Между тем, лето скоро закончится, а Хитори никто из подруг так и не позвал на какой-нибудь увеселительный досуг. Единственное, случались периодические встречи на работе во время смены, и все. Остальное время ушло на совершенствование гитарных навыков. И вот уже последний день, отличный повод впасть в тотальную депрессию. Случившееся заметила только Сейка, а оказалось нет. Значит что? Правильно, нужно исправить оплошность. Куда, где, сколько и по каким лестницам ходили, я вам не расскажу, потому что никакого значения это не имеет. Главное, отлично отдохнули в последний день, а завтра выходит опять в школу. Ладно, никто никуда не выходит. Гота в школу не пойдет, будет лежать киснуть. Тайм. Кого? Скип. Никто не заметил, да и Хитори сама не заметила, как оказалась в классе. А там уже собрание, обсуждение, объявление о подготовке к грядущему школьному фестивалю. Как обычно в программе всякие ярмарки, плюс возможность подать заявку на выступление посреди сцены. Хлоп, и опять ГГшка не заметила. Как оказалось около кабинета студсовета, заполненным бланком в руках. Нет, ну подождите, как это так? Она не решалась, не хотела, все чистая случайность, и в том числе удар головой. В итоге очнулась Гота уже в медпункте. Рядом Кита волнуется, как здоровье, что случилось, где стряслось. В целом уже все хорошо, не нужно волноваться, лучше идти заниматься своими делами. На самом же деле ГГшка побыстрее спровадила подругу, чтобы та не заметила лежащую рядом заявку. Потому что решительности все-таки нет, а значит нужно посоветоваться с управляющей. А там и Нидзика с Рё узнали и даже поддерживают такой порыв. И что еще хуже, так неудачно вышло, что Икуё не случайно обнаружила бланк не в той урне и отнесла в студсовет. Спойлер, сделала она это специально, зная, что горемычная бумагу выбросила. Но никто на это обижаться не будет, потому что дальше предстоит поход на концерт группы Кикури лично по ее приглашению. И, конечно же, музыка там была настолько профессиональной, настолько мощной, что все сомнения отпали. Стало ясно, реально нужно выступать. Ведь когда еще удастся, если не сейчас, если школа бывает всего один раз. А, ну еще, конечно, колоссальное влияние оказало то, что Кикури, говоря по секрету, и сама в учебные годы была очень застенчивой. И выходит, они с ГГшкой, ну, очень в этой части бытия похожи. Вот. Что до дня фестиваля? Хитори исчезла! В смысле? В коромысле. Это опять типа шутка такая, юмор, понимаете? На самом деле, просто нужно было участвовать в кафе с горничными, устроенным классом, а обслуживать гостей не хотелось от слова совсем. Но ничего, подруги ГГшку нашли, в чувство привели, даже заказ потом сделали. Да что уж там говорить. Больше! Еще и сами нарядились в форму и абсолютно бесплатно помогли на ярмарке. Одним словом, герои. А осталось только в последний раз отрепетировать все перед выступлением, набраться сил, смелости, подготовить форму, приободрить друг друга, ауры успешного успеха и все. А вот она сцена, вот они люди. Пришли в этот раз вообще все, и фанат, и родители смогли, и те старшие наставники. И единственное, что осталось, просто нормально сыграть весь репертуар. Ладно, не буду томить. Конечно, все не могло пройти гладко. И сначала так уж получилось, что прямо перед гитарным соло у Гота порвалась струна. Но ничего, получилось импровизировать каподастер из банки. А потом, вы не представляете, когда горемычные перед последней композицией дали микрофон для какой-никакой речи, не случилось никакой речи. Вместо этого Хитори представила, как рокеры прыгают в зал, и как представила, так и прыгнула. Жаль, никто не словил, да? Как понимаете, третья песня не состоялась. Зато после случилось такое. В общем, следить за руками. ГГшка хотела было извиниться перед отцом за порванную струну и сломанный колок, но тот вдруг ответил, ну это вообще не проблема, деньги есть, денег много, вот они пришли с монетизацией. Ну, то есть, видите ли, у Гота семейный аккаунт. И, соответственно, родственники от 30 тысяч знали и втайне подключили монетизацию. А это значит что? А вот именно. Мало того, что денег хватит на покупку гитары, так еще и можно наконец-то перестать работать в клубе. Ведь сбережений будет достаточно на покрытие квоты по билетам еще на годы вперед. Ладно, простите. Хитори не решила заявить
сообщить управляющей о своем уходе. Не повезло. Зато далее по плану поход в музыкальный магазин. Гитара приобретена. Поздравим, меня тоже поздравьте, я тоже ходил. И все. Ну то есть все, аниме закончилось, никаких выводов не будет. Итого, если коротко резюмировать, тайтл раскочегарился до середины, потом случилось жесткое превозмогание и мощнейшее соло. И все. Остальные 4 серии была обычная повседневность, без никто, без ничего. Шутка за весь тайтл, как обычно, одна, называется социофоб. Что люди нашли в этом аниме, не знаю. Очередная повседневка с фан-сервисом музыкальной направленности. Короче, кринж и пиво. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах. Анекдот! Позвал как-то Геродот всех друзей и товарищей. Аристофан пришел, Аристотель пришел, Платон пришел, Диоген прикатился, Гиппократ пришел, и даже Сократ пришел. И тут авиаконструктор объявляет: внимание, внимание, дамы и господа! Как вдруг все хором его перебили. Да, мы господа. И все хором его перебили.